Привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, вы видите вход на Sony FX3. Эта камера была мной куплена для того, чтобы я мог для вас сравнивать качество съемки, допустим, на телефоны и на камеры. Разумеется, подключен микрофон Rode, без него вы тоже услышите. Я специально выбрал очень сложный момент для съемки. Почему? Потому что дневная съемка будет на этот волшебный Asus с одной стороны, с другой стороны ночная съемка должна быть в сравнении с чем-то. И вот сейчас при вас мы сравниваем его с аппаратом, который стоит, получается, в 15 раз дороже, чем он. Даже вот этот iPhone снимал, разумеется, хуже, чем данная Sony. С одной стороны. С другой стороны, по звуку плюс-минус то же самое. Это, опять же, мое мнение. Что я могу сказать про этот девайс? 700 с лишним тысяч баллов в Antutu. Разумеется, в него кайфово играть. Разумеется, здесь есть мини-джек, есть Type-C-шка. Притом она расположена не по центру, и мне это нравится, это удобно. И еще раз повторяюсь, что мое мнение по поводу Asus'ов, неважно, какое вы выберете, есть Asus'ы среди игровых смартов, дальше идут Black Shark'и, дальше идут остальная радость из разряда Red Magic'ов, Lenovo и всего остального. Вот в подобных штуках от Asus'а, по моему субъективному мнению, а я тестирую не первый их девайс, я, разумеется, их покупаю на Алиэкспрессе, после этого я либо их продаю, либо дарю кому-то. Вот он крутой. Смотрим. И сейчас вы слышите, каким образом отрабатывают у Sony микрофоны, если я делаю то же самое, но без родовских микро. Теперь вы увидите, что может Asus. И сейчас вы можете наблюдать разницу. Вот сейчас съемка ведется уже на этот Asus. Понятно, что разница в съемке с одной стороны космическая, с другой стороны, если вы смотрите все это дело в 1080p, притом потом еще на YouTube, Sony, получается, вытягивает что-то. Но на Sony еще и нужно отдельный свет. Я не собираюсь профессиональную камеру сравнивать с профессиональной оптикой с игровым смартфоном. Но всегда у вас должно быть понимание, что те же микрофоны, даже в проф-камерах, если ты не покупаешь отдельные роды или тот же, не знаю, та же картинка, она по большому счету не в десятки раз отличается. Если вам нужна съемка просто как хоум-видео, либо что-то для YouTube, очень даже ничего. Видите, до чего дошли игровые смартфоны? Поставляется данный смартфон в стандартной для Asus коробке. Выглядит она очень привлекательно, пришла без повреждений, что хорошо. На коробке расположили краткую информацию и логотип. Во внутренней части есть комикс, который нужно сканировать через сам смартфон. В комплекте мы имеем помимо 5S запасные заглушки, тканевый кабель USB Type-C, далее блок питания на 65 Вт, пластиковый чехол, наклейки, краткое руководство и ключ для извлечения слота. Смартфон выглядит хорошо, практически как и вся пятая линейка. От ROG Phone 6 внешне он, разумеется, слегка отличается. Слот на 2 сим-карты, а карту памяти запихать нельзя. Весит 5S 242 грамма, практически так же, как и ROG Phone 6. Габариты 5S следующие: 172 на 77 на 10,4 мм и 11,7 мм вместе с блоком камер. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого сейчас iPhone 14 разыгрывается и еще несколько смартфонов. Смотрите описание, подписывайтесь с колоколом, перейдем же к игровому смартфону. Полетели. Приобрести данный девайс можно в черном и белом цвете. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамки алюминиевые. В руке без чехла лежит удобно и не выскальзывает. Тыльная часть маркая. Сборка, как по мне, хорошая и материалы качественные. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.1 сбоку и разъем USB Type-C версии 2.0 внизу. Коннекторы, разумеется, для подключения кулера под резиновой заглушкой. 4 микрофона, один из которых направленный для съемки, за что огромный плюс. Высококачественную аудиосистему Game FX из стереодинамиков, созданную в сотрудничестве с брендом Dirac. И она здесь очень крутая. Смартфон имеет спецификацию Hi-Res Audio, технологию Dirac HD Sound, усилитель Cyrus Logic, разъем мини-джек на 3,5 мм, ЦАП, встроенный ESS 9280AC Pro, а также в стоке обширные настройки звука. Звучание отличное, одно из лучших, что я слышал, хотя модель не супер свежая. Далее ИК-порта не завезли, на тыльной части расположили стандартно подсветку Aura в виде точечного логотипа ROG. Подсветка способна отображать множество цветов и виртуальных эффектов. Ко всему, все можно
можно настроить под свои предпочтения. Помимо всего перечисленного выше, нам предоставили систему управления с помощью ультразвуковых сенсоров с поддержкой двойных жестов, а также жестов управления, что, к слову, удобно для гонок. В играх использовать сенсорные триггеры, назовем их так, довольно удобно. Как и ко всем подобным системам, нужно, правда, привыкнуть. Мне лично из-за того, что на руках побывало много различных игровых смартфонов, вполне комфортно было пользоваться триггерами, к примеру, в шутерах. Летим дальше. С фронтальной части нас встречает Samsung AMOLED дисплей на 6,78 дюйма с разрешением 2448 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus, соотношение сторон 20,4 к 9, HDR10+ на борту, как и защита от синего цвета. Цветовое пространство, разумеется, DCI-P3 на 111,23%, sRGB на 150,89% и NTSC на 106,87%. Плотность пикселей 380 ppi, что, как по мне, слегка, но маловато. Пиковая яркость целых 1200 нит. При прямом попадании света на экран яркости достаточно и пользоваться смартфоном в солнечный день можно. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, и на выбор также есть автогерцовка, тач на 360 Гц, время отклика 1 миллисекунда. Латентность при обработке касания 24 миллисекунды. При изменении сюжета использования смартфона частота обновления экрана меняется, и хорошо, что можно это все самому настроить. Тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране, и результат в целом хороший для данного значения. DC-димминг в наличии, он работает только при 60 Гц. Показатели шима очень хорошие для подобного экрана, у меня глаза от экрана не уставали, как в принципе от ROG Phone 6 и от ROG Phone 5 Pro, который я обозревал. Результаты шима вы можете наблюдать на экране. Автояркость быстро адаптируется под смену освещения, технология Always On Display в наличии, разумеется, полноценная. Также есть Always On HDR для лучшего отображения контента. Далее, мультитач на борту, экран берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает отлично и быстро. Распознавание лица срабатывает стабильно и быстро даже под углом, что отлично. Завести два одинаковых отпечатка пальца несколько раз нельзя, внести биометрические данные можно только одного лица. Верхняя и нижняя рамка вокруг экрана не маленьких размеров, что, к слову, как и в ROG Phone 6. С другой стороны, они одинаковых размеров, то есть никаких подбородков у нас нет. Asus решили не исправлять этот момент, а он, к слову, очень сильно бросается в глаза. Экран в целом отличный, цветопередача приятная, четкости достаточно. В настройках есть большое количество функций для персонализации экрана, что стандартно и удобно. В стоке имеются также интересные темы визуальные, их на выбор достаточно и выглядят они эпично. Но, разумеется, аккумулятор с ними высаживается быстрее. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 3 восьмерки 5G с техпроцессом 5 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 3 ГГц, графический процессор Adreno 660, интерфейс на базе Android 12 версии, также имеется ROG Gaming X Mode. Оперативная память последняя LPDDR5 на выбор 8, 12 и 16 ГБ. Внутренняя память быстрая UFS 3.1 на 128-256 ГБ. Разумеется, 256 ГБ маловато для игрового смарта, ко всему этому без возможности вставить microSD. Разумеется, есть поддержка Wi-Fi 6 версии, не для всех актуальная поддержка 5G, для 4G есть 7 и 20 бенд, сеть мобильную ловит отлично, звучание при звонках великолепное и микрофоны справляются хорошо, как и датчик приближения. Вдобавок есть запись разговора без уведомления собеседника о начале записи. Вибромоторчик с тактильно приятной отдачей, но не топовый. Bluetooth версии 5.2 уже есть 5.3, но помню, что это не супер новый смарт. NFC поддерживается и установить, к примеру, MirPay возможность есть. Смартфон поддерживает все возможные навигационные системы, GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, что для Qualcomm стандартно. Далее, емкость аккумулятора 6000 мАч, в PC-марке выдал средний результат в 7 часов 27 минут, и осталось еще 20%. Хотя опять же помним, что PC-марк рассчитывает, как будто вы сотку потратили. Тесты я проводил при 144 Гц на максимальной яркости. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 65 Вт, а также прямое питание от электросети во время игры, минуя аккумулятор. Беспроводной зарядки нет. Заряжается он от 0 до сотки за 44 минуты. В PUBG New State за час уходит 21% заряда, за час игры в Genshin Impact улетает 23% заряда. В целом смартфон показал себя отлично, если не учитывать того, что он знатно так нагрелся. Яркость он не понижал, что хорошо. Играть комфортно. Фризы проскакивали только в Genshin Impact, и то редко. Не скажу, что смартфон отлично оптимизирован в плане расхода заряда батареи в играх, но плюс за то, что производитель
производитель предоставил большое количество всевозможных настроек для комфортной игры не только. К примеру, приложение Armory Create или панель Game Gin для быстрого доступа к настройкам. Также для общения есть Rock Connect и подобное. За охлаждение отвечает система GameCool 5, которая не сказал бы, что прямо отлично справляется со своей задачей, но неплохо. Перейдем же к тестам. В 3D-марке смартфон показал в Slingshot Extreme максимум, Slingshot максимум, Wildlife стресс-тест 5458, Wildlife 5186, Wildlife Extreme стресс-тест 1543 и Wildlife Extreme 1546. 30-минутный стресс-тест прошел неплохо, результаты вы можете наблюдать на экране. Результат теста искусственного интеллекта 110 тысяч. Это немного. В Antutu выбил смартфон 706 тысяч попугаев. Storage-тест показал очень даже неплохие 61 тысячу. В Geekbench Smart показал в синглкоре 614 баллов, в мультикоре 2993. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX686 на 64 мегапикселя, ультраширик на 13 мегапикселей с углом обзора в 125 градусов и макромодуль на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS и, разумеется, есть 4К 60 FPS. Оптической стабилизации нет, но есть трехосевая электронная стабилизация. SuperStab не работает в 4К 60 FPS, что неудивительно. Камеры поддерживают цифровой зум, серийную съемку, панорамную съемку, HDR-съемку, сенсорную фокусировку, Pro-режим в наличии, формат RAW для фоток и все подобное, разумеется, есть. Фронтальный сенсор на 24 мегапикселя с максимальным разрешением для съемки видео в 1080p 60 FPS, что неплохо. Качество видеосъемки, как и фотосъемки, для игрового смарта более чем потребное. Фронтальный сенсор, к слову, ночью снимает хоть и с шумами, но не мылит картинку, за что плюс. А вот про основной сенсор такого я не скажу. Я думаю, в начале обзора вы и так заметили. Примеры вы, разумеется, сейчас увидите. 4К 60 FPS, основной модуль. И вот так у игрового телефона работает микрофон и камера. 4К 60 FPS, фонтанчик, все максимально громко. И вот так этот игровой смарт рвано по мне чуть-чуть сможет снимать солнечный день. Стаб работает только в Full HD. Ультрастаб вот так. Работает еще и микрофон. 4К 60 FPS, немного красоты, немного лодки. И ветер небольшой, но в наличии. Если стоять и снимать, даже против солнца, камера снимает в принципе неплохо. В HD можно включить, разумеется, ультраширик. Вот съемка на месте, вот съемка в движении. Предел для фронталки Full HD и Rolling Shutter. Небольшой, но присутствует. Попробую потом отключить стаб. Много фронталки, буквально 15 секунд. Даже 5. 4К 60 FPS, вот там водопад, надеюсь, вы его видите. Да. И максимум X4. Народ радуется, народ фотографируется. 4К 60 FPS, не зря плыли, совсем немного водопада. И вот такая вот природная штука в чисто курортном месте. Здесь вы видите эпично улетающий самолетик. Да, видите, должны 4К, но... Ага, это из-за тени, получается, автофокус попрыгал. Сейчас проверим автофокус. Раз, два. Работает быстро, просто и красиво. SuperStab, Full HD, вечер. Ну, такая себе рваная картинка чуть-чуть. И мыльная чуть-чуть, но опять же это на экране. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память с помощью microSD, мало внутренней памяти, смартфон неплохо греется, расход заряда в играх неравномерный. Один из огромных плюсов — это цена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании. Он более чем адекватен по стоимости и выглядит он классно. Мне Asus нравится. И резюмировать я бы хотел нестандартно. Это фронталка, это Asus, это ночь, и вполне возможно вы видите одни шумы. Но не факт. Почему? Потому что Redmi K50
P50 Ultra, обзор на который вы можете посмотреть, он был дня 2 назад на канале. Он снимал с фронталки намного хуже. Понятно, что, еще раз повторяюсь, съемка это точно не конек какого-то там игрового смартфона. Ночная съемка, тем более, ночная съемка на фронталку это всегда одни сплошные шумы. Но как игровой смарт, а я его приобретал, по-моему, за 26, сейчас на сейле он 30, можно долго и упорно рассказывать, что лучше. Лучше, по мне, это, наверное, Black Shark 5, если вы умудритесь его приобрести за 23. Но если вы хотите топовый игровой смарт, притом от самого топового бренда, нечего танцевать, нечего рассказывать, какая здесь оперативка, какой здесь процессор и сколько баллов в Antutu. Asus делает лучше всех, это мое субъективное мнение. Кстати, посмотрите на канале 5 топов под этот сейл, на наушники, на часы, на браслеты, еще одни на наушники дороже $100, и плюс еще и 4 стрима с руководствами, что и как купить.